Всем большой-большой привет! Меня зовут Даша, и вы смотрите самый кофейный канал на YouTube «Кофеек». Сегодня поднимаем с вами чайную тему. Да, и такое бывает. Будем с вами разбираться, откуда же чай матча, как его правильно выбрать и приготовить. Как-то так произошло, что в Европе чай матча набрал оборотов не очень-то и давно. Пик его популярности припал именно на ЗОЖную волну, которая молниеносно захватила социальные сети. И сегодня в Инстаграме можно увидеть много эстетических фотографий с чаем матча, ведь действительно этот чай очень фотогеничен. Необычным является тот факт, что чай матча, или как его еще называют маття, это не японский чай, это чай родом из Китая. И проследить его историю можно еще со времен династии Сунь, ведь именно тогда буддисты начали делать порошок из чайных листьев. Как же появляется чай матча на свет? О, друзья, процесс волшебный. Я могу сказать, что это практически магия вне Хогвартса. И чтобы чай действительно получился качественным, ему нужно пройти несколько этапов. А именно, чайные плантации. Апрель – это месяц чая матча. Именно в это время чайные листья затеняют рисовыми прутьями на 15-20 дней. Это защищает чай от попадания прямых солнечных лучей и уменьшает уровень фотосинтеза. Такой вот секретик. Сбор урожая. Сбор урожая первых чайных листьев у японцев называется хачию-хачия. Именно в этот период собирают самые молодые чайные листочки. Пропаривание. Именно пропаривание является ключевым отличием чая матча от других чаев. Этот процесс длится примерно 20 секунд, защищая чайные листья от окисления и наполняя их полезными веществами. Охлаждение и сушка. В большой многокамерной машине чайные листья обдувают и остужают медленным потоком воздуха. Также чайные листья проходят через специальный механизм, где сепарируются стебельки и черешки от основного листа. Таким образом на свет появляется тенча – сырье для чая-порошка. Финальный этап – измельчение на ручной мельнице, и в результате получается лучшая консистенция мельчайшей пудры. Полезная ли эта штуковина? Да, да и еще раз да. Исследования показали, что уровень антиоксидантов чая матча в 137 раз выше, чем в обычном зеленом чае. Научно доказано, что такой чай обладает антибиотическими свойствами и способствует потере лишнего веса. Чай маття очень бодрит, между прочим, так же, как и крепенький кофеек, но при этом энергетический эффект достигается постепенно, не провоцируя резкого подъема давления. Чай благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и стимулирует работу мозга. Также еще один очень интересный факт про чай матча. Он повышает физическую активность аж на 24%. И только представьте, как продуктивно можно позаниматься спортом. Что у нас тут вредненького? О, друзья, приготовьтесь, этот чай удивит вас своими запретами, поскольку его нельзя пить беременным, кормящим мамам и все, поскольку кофеин берет свое. В остальном чай матча абсолютно безвреден для нашего здоровья и даже улучшает его. Ставьте лайк все, кому понравилось это видео. Я надеюсь, что вы узнали для себя очень много полезного. В следующем выпуске мы поговорим с вами о том, как выбрать чай матча и правильно его приготовить. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новости.